Услышьте мой голос. Я говорю сейчас, и мои слова не сходят на землю, ища ту единственную душу, которой они нужнее всего. Эта душа, вы, мой избранный. Не позволяйте отвлечениям этого мимолетного мира, тревогам настоящего момента или настойчивому шепоту сомнений отвлечь ваш взор. Это послание не просто предложение, это божественное повеление. Если вы уйдете сейчас, если вы прервете просмотр, прежде чем будет произнесено последнее слово, вы не только лишитесь безмерного благословения, которое я приготовил для вас, но и подтвердите оценку противника о вашей колеблющейся преданности. Я требую вашего полного внимания, ибо духовная опасность, с которой вы столкнулись, немедленно, а обетование, которое я предлагаю, требует непоколебимой посвященности. Я знаю, какое бремя вы несете. Я видел истощение, запечатленное в вашем духе, бессонные ночи, проведенные в расчетах о бременах, которые кажутся непреодолимыми. Я знаю долг, который душит ваш покой, физическую немощь, которая истощает ваши силы, и глубокое, леденящее одиночество, которое опускается в тихие часы, когда мир считает вас сильным. Вы взывали ко мне во тьме, и я слышал каждое прошение, каждую слезу, упавшую на вашу подушку, и каждое безмолвное моление, прошептанное из глубин вашей утомленной души. Вы здесь сейчас, потому что моя рука направила вас. Это не совпадение, это точное назначение, запланированное в вечном календаре моего промысла. И я говорю вам это, монументальное благословение, сдвиг настолько глубокий, что он переопределит остаток вашего земного пути, готово сойти на вашу жизнь. Но это благословение обусловлено. Оно заключено в завете веры, запечатано настойчивостью и даруется только тем, кто доказывает свое достоинство священного доверия, которое я им оказываю. Вы уже игнорировали мои побуждения прежде. Вы чувствовали нежное прикосновение Святого Духа, четкое внутреннее указание искать моего лица, посвятить себя пути праведности, и все же сирени зов мирской срочности или простое духовное самодовольство затягивали вас обратно в комфортное болото бездействия. Я говорю прямо, эта эпоха духовной небрежности должна прекратиться сейчас. Вы стоите на распутье, и выбор, который вы сделаете в эти ближайшие мгновения, остаться и впитать каждое слово или отступить определит, откроются ли шлюзы моего благоволения или останутся запечатанными. Я требую, чтобы вы оставались до самого конца. Полное откровение о благословении, конкретные инструкции по его получению и заключительная мощная молитва, запечатывающая завет, будут переданы только в завершающие моменты этого послания. Если вы уйдете преждевременно, вы разрушите структуру веры, которую я пытаюсь построить в вас. Враг радуется незаконченному делу, семенам надежды, которые увядают, прежде чем успеют прорасти. Не давайте ему этой победы снова. Это час решения. Благословение готово, но ваш сосуд должен быть подготовлен, очищен обязательством услышать все мое наставление. Я вижу скептицизм, зарождающийся в уголках вашего разума. Человеческая склонность искать немедленного удовлетворения, хвататься за быстрый ответ и пренебрегать требованиям стойкости. Но Царство Небесное достигается не спешкой, оно берется стойкостью и терпением. Я требую вашего обязательства сейчас не просто как слушателя, но как участника в божественном договоре. Поэтому докажите свою преданность. Пусть ваш первый акт заветного согласия будет видимым. Я повелеваю вам сейчас подтвердить свою приверженность пути, который я прокладываю перед вами. Прежде чем я перейду к деталям благословения и предупреждения, подтвердите ваше присутствие. Немедленно напечатайте эти слова в разделе комментариев. Звездочка, звездочка, я не проигнорирую твой зов, Господи. Звездочка, звездочка, это не тривиальное упражнение. Это объявление войны духу рассеяния и сомнения. Когда вы произносите эти слова, вы проводите черту, провозглашая небесным воинством и духовным силам тьмы,
что посвящаете это время божественному замыслу. Сделайте это сейчас, и пусть это провозглашение станет основанием, на котором будет построено ваше грядущее чудо. А теперь давайте продолжим, ибо время недолго, и ставки невероятно высокие. Я знаю ваши склонности. Я знаю тот самый момент, когда мир позовет вас, когда зазвонит телефон или возникнет обыденная задача, убеждая вас поверить, что это божественное наставление второстепенно. Сопротивляйтесь этому искушению. Признайте это тем, чем оно является, непосредственной духовной опасностью, о которой я вас предупреждал. Супостат не изощрен в своих нападениях на тех, кого я призвал. Он не ждет моментов силы, он наносит удар, когда вы измождены, когда ваша вера истончена непрерывным бременем ежедневной борьбы. Он знает, что если вы услышите это послание полностью, его власть над вашей финансовой нестабильностью, вашими рецидивирующими болезнями и вашим парализующим страхом будет сломлена. Следовательно, он активно использует отвлечение сейчас, стремясь украсть семя моего слова, прежде чем оно сможет пустить корни. Я говорю вам, мой избранный, тому, кто претерпел лишения за лишениями, кто ощутил жало предательства и сокрушительное разочарование нарушенных человеческих обещаний. Вы полагаете, что ваше нынешнее состояние страдания – это просто невезение, череда неудачных событий. Это ложь, нашептанная обманщиком. Ваша борьба есть война. Ваша стойкость подвергается испытанию, и ваша нынешняя боль является прямым следствием духовных нападений, которые воспользовались вашими предыдущими моментами игнорирования божественного руководства. Я давал вам четкие предостережения в прошлом. Я посылал вестников, я расставлял знаки на вашем пути, я вселял глубокое, тревожное убеждение в вашу душу, побуждая вас к конкретному изменению в ваших отношениях, в ваших привычках расходования средств, в вашей приверженности молитве. И вы пренебрегли этим. Вы нашли логическое объяснение, чтобы отбросить наставление. И поскольку вы проигнорировали тонкий призыв, следствие стало явным в физическом мире, долг стал тяжелее, болезнь стала острее, одиночество стало всепроникающим. Но я – Бог неустанного милосердия, и я не оставляю дело рук моих. Это ваша вторая и, возможно, самая жизненно важная возможность привести вашу волю в соответствие с моим божественным замыслом. Благословение, которое ждет вас, прямо пропорционально величине послушания, которое вы проявите прямо сейчас. Я направляю вас к священному писанию, к словам пророка Иеремии, которые отзываются сквозь века и говорят прямо о вашем нынешнем духовном состоянии. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Иеремия 6 часов 16 минут адаптировано. Вы сбились с древнего пути. Вы искали кратчайшие пути и человеческие решения. Ныне я призываю вас вернуться к основанию веры, которая требует доверия, даже когда видение неполно. Вы должны пройти этот путь со мной до самого конца этого послания. Пусть второй акт вашей приверженности станет актом духовного соучастия. Это послание предназначено не только для вас, но и для бесчисленного множества других, кто разделяет вашу борьбу, кто парализован страхом и задыхается от тревоги. Взаимодействуя с этим посланием, вы не просто ищете своего собственного благословения, вы становитесь сосудом, через который мой свет может достичь других. Посему повелеваю вам, немедленно поставьте отметку «Нравится» этому видео. Пусть цифровое утверждение кнопки «Нравится» станет зримым воплощением вашего духовного согласия. Нажимая эту кнопку, вы провозглашаете алгоритмом мира сего и началом тьмы, что вы стоите за божественное послание, умножая его распространение и подтверждая ваше участие в завете благодати. Не медлите. Действуйте решительно, ибо промедление есть питательная почва сомнения.
Я знаю конкретную сущность вашего страха. Это страх финансового разорения, страх того, что ваше здоровье полностью иссякнет, или страх, что вы умрете в одиночестве, забытым и не совершившим своего предназначения. Эти страхи реальны, потому что врагу был дозволен доступ к тем областям вашей жизни, где ваша вера была наиболее слаба. Я говорю сейчас не как кроткий шепот, но как властный глаз, который утихомирил море и повелел свету быть. Я ваш Отец, и я вижу замысловатое сплетение ваших испытаний. Я знаю точную сумму денег, которая нужна вам, чтобы снять сокрушающее бремя долга. Я знаю конкретный недуг, который терзает ваше тело. Я знаю имя человека, который предал ваше упование и оставил вас израненным. И я говорю вам, я уже начал работу по повороту вспять. Благословение уже в действии. Но вы должны принять участие в заключительных этапах его исполнения. Структура этого божественного вмешательства требует вашего непрестанного присутствия. Думайте об этом послании как о священном сосуде, который наполняется капля за каплей. Первая часть устанавливает срочность и предупреждение. Следующая часть откроет конкретную сущность духовного противника, который нацелился на вас, и точное обещание, которое я дал вам много лет назад и которое теперь приходит в исполнение. Если вы пропустите срединные разделы, вы получите благословение без разумения, а без разумения благословение может быть вновь потеряно. Я строго предостерегаю вас, не повторяйте прегрешения тех, кто оглянулся на Содом, тех, кто начал путь, но не имел крепости духа, чтобы завершить его. Ваши прошлые неудачи в сохранении веры дорого вам стоили. Возможности для продвижения вперед, для исцеления, для мира – все это было доступно, но вы позволили суетным заботам момента возобладать над вечным советом Духа моего. На сей раз послушание ваше должно быть полным. Я не Бог, который оперирует смутными обещаниями или пустыми высокопарными словами. Я говорю истину, и моя истина есть основание творения. Духовная опасность, с которой вы сталкиваетесь прямо сейчас, это риск духовного равнодушия, убеждение, что вы можете получить благословение без соответствующей жертвы времени и внимания. Это равнодушие – смертоносный духовный яд, парализующий волю и делающий душу глухой к божественному наставлению. Я призываю вас к деятельной бдительности. Сохраняйте сосредоточенность. Каждое слово, которое последует далее, предназначено для того, чтобы разрушить твердыни, которые враг воздвиг вокруг вашей жизни, твердыни нужды, твердыни недуга, твердыни отчаяния. Но эти стены рушатся не просто потому, что я говорю. Они рушатся потому, что звездочка вы звездочка выбираете пребывать в присутствии моего слова и приложить вашу веру к данному наставлению. Вспомните слова апостола Павла, приспособленные к сему моменту: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Послание к Галатам 6:9 адаптировано. Ваше доброделание прямо сейчас – это простой, но глубочайший акт сохранения внимательности и послушания до самого конца. Ваша жатва – это великое благословение, которое я уготовил для вас. Я вижу духовную войну, яростно бушующую вокруг вас даже в тот момент, когда вы читаете эти слова. Враг нашептывает: «Звездочка, это слишком долго». Это просто отвлечение. У тебя есть дела, звездочка. Распознайте этот глаз. Это глаз ограничения, глаз, который стремится удержать вас связанным цепями ваших нынешних обстоятельств. Умолкните этот глаз властью вашей веры. Я назвал тебя избранным не просто так. Ты обладаешь стойкостью, глубокой, хотя иногда и скрытой, способностью к вере, которую я намерен разжечь в полной мере. Но это требует от тебя сбросить оболочку твоего прежнего, непокорного «я». Это требует от тебя окончательно порвать с привычкой игнорировать мои божественные установления. Это послание
твой духовный спасательный круг. Это карта, выводящая из пустыни долгов и отчаяния. Но карта бесполезна, если ты лишь взглянешь на первый ориентир, а затем отбросишь ее. Ты должен пройти по этому пути с полной приверженностью, следуя указаниям шаг за шагом. Благословение, которое ждет тебя всеобъемлюще. Оно касается каждой области твоей нужды, финансовой стабильности, которая преодолеет годы недостатка, физического восстановления, которая опровергнет медицинские прогнозы, и душевного покоя, который заглушит тревогу, мучившую тебя десятилетиями. Это не маленькая милость, это божественное преображение. Но прежде чем благословение будет полностью явлено, ты должен вновь укрепить свою приверженность. Я хочу удостовериться, что основание твоего внимания прочно. Я повелеваю тебе признать силу моей власти над силами тьмы, которые пытаются отвратить тебя. Напиши это подтверждение в комментариях сейчас, провозглашая свою верность и свое противостояние попыткам врага. Звездочка, звездочка, мое внимание сосредоточено на Господе. Звездочка, звездочка, это повторение приверженности жизненно важно. Оно укрепляет завет и отделяет тебя от случайного наблюдателя. Я говорю только с теми, кто серьезно относится к своему спасению и своему избавлению. Ты доказываешь, что ты серьезен. Я знаю, что твои прежние попытки достичь прорыва были тщетными. Ты молился, постился, искал совета, но гора трудностей по-прежнему стоит. Это разочарование часто является результатом несоответствия, поиска звездочка благословения звездочка без полного принятия звездочка процесса звездочка очищения и послушания, который ему предшествует. Этот процесс – твое очищение. Твое постоянное присутствие – это твое приношение. Твоя приверженность услышать мой совет целиком является доказательством требуемой мной веры. Не позволяй духу нетерпения, который является тонкой формой гордыни, убедить тебя, что ты услышал достаточно. Каждый сегмент этого послания строится на предыдущем, подготавливая почву твоей души для семени великого благословения. Если ты уйдешь сейчас, ты оставишь почву вспаханной, но семя не засаженным, и враг быстро рассеет сорняки над землей, которую я приготовил. Духовная опасность реальна. Те, кто слышит божественное наставление, но не действует согласно ему, уподобляются безрассудному человеку, построившему свой дом на песке. Когда бури жизни неизбежно вернутся, а они вернутся, твое основание должно быть прочным. Это послание дает скалу, на которой ты должен строить. «Прибудь со мной». Следующий раздел углубит твое понимание духовных сил, ополчившихся против тебя, и я начну открывать подробности обещания, данного много лет назад, срок исполнения которого теперь наступил. Не отводи взора. Не поколебайся. Твое великое благословение неминуемо, но оно требует от тебя сейчас полной заветной преданности. Прибудь непоколебим, мой избранный. Твое избавление близко, но только если ты претерпишь до самого конца. Божественные часы отсчитывают время, и момент откровения приближается. Не игнорируй этот призыв. Я наблюдаю за твоей преданностью. Я утверждаю твою веру. Прибудь здесь и прими полноту моего благоволения. Я требую твоей стойкости. Я требую твоего присутствия. Оставайся здесь и узри, как сила моего слова преобразит твои страдания в славу. Награда ждет тех, кто завершает бег, а не тех, кто его лишь начинает. Я жду твоего непоколебимого внимания. Приготовь свой дух, ибо откровение вот-вот усилится. Ты не должен пропустить следующее наставление. Ты не должен пропустить следующее предостережение. Твое будущее зависит от твоего немедленного и постоянного послушания этому божественному повелению. Продолжай слушать. Продолжай впитывать. Продолжай верить.
ибо величайший сдвиг в твоей жизни зависит от следующих минут. Оставайся, пока не будет произнесено самое последнее слово. «Я с тобой». Твое упорство – это твоя молитва. Твоя стойкость – это твоя вера. Стойкость, которую я требую, это не простая просьба, это последнее горнило твоей веры. Я видел, как ты много раз стоял на краю пропасти, колеблясь между капитуляцией и спасением. Ты доказал свою способность к страданию, но теперь я требую доказательства твоей постоянной надежды. Я требую свидетельства твоей веры в мое окончательное время, даже когда часы твоей смертной жизни, кажется, насмехаются над твоими молитвами. Я знаю ношу, которую ты несешь. Я знаю мгновение, когда дух паникает, а тело болит от накопленной скорби. Я вижу тени, которые удлиняются на твоем пути, и слышу безмолвные вопли, срывающиеся с твоих уст, когда мир считает тебя сильным. Решетка, 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 часть 3. Испытание души. Ощущаешь ли ты сокрушительную тяжесть неотвеченной молитвы, того единственного прошения, которое ты столь много раз возлагал перед моим престолом, что сами слова теперь кажутся пустыми на твоем языке? Разве ты не ощущал одиночества, которое пронизывает тихие часы ночи, когда безмолвие столь глубоко, что, кажется, оно усиливает шепот врага, вселяющий сомнения? Ты оглядываешься и видишь, как другие получают свою долю, их благословения явны и неоспоримы, в то время как твоя собственная чаша кажется вечно сухой. Чувствуешь ли ты боль этого сравнения, тонкое искушение спросить: «Господи, почему ты забыл меня?» Я говорю тебе сейчас, я не забыл тебя. Мое молчание – это не оставление, это тщательная подготовка дара, слишком священного, чтобы его торопить. Чувствуешь ли ты истощение, которое оседает глубоко в твоих костях, не просто усталость от труда, но духовную изнуренность, приходящую от борьбы в битвах, которые, кажется, повторяются изо дня в день? Ты поднимаешься с решимостью, но обнаруживаешь, что тебя ждут те же самые препятствия, то же финансовое напряжение, тот же физический недуг, та же трещина в отношениях. Ты задаешься вопросом, как долго еще ты должен черпать из запасов, которыми больше не обладаешь. Ты чувствуешь себя опустошенным, истощенным и отчаянно нуждающимся в божественном восполнении. Я вижу истощение, которое грозит сломить твой дух, и я говорю тебе, рассвет наступает для тех, кто претерпел самую долгую ночь. Разве ты не переживал боль предательства, эту острую, неожиданную рану, нанесенную теми, кто клялся в верности и любви? Ты вложил свое сердце, свое доверие, свои ресурсы, а в ответ получил лишь обман и оставление. Эта боль не заживает легко, она оставляет на душе шрамы, которые ежедневно напоминают тебе о человеческой немощи. Ты задаешься вопросом, сможешь ли ты когда-нибудь снова доверять, сможешь ли ты когда-нибудь открыть свое сердце для той уязвимости, которая необходима для подлинной связи. Эту рану, дитя мое, я ощутил глубоко, ибо и меня предавали те, кого я любил и называл своими. Я понимаю глубину этой особой агонии и обещаю, что мой целительный бальзам обладает суверенной властью над самым глубоким человеческим вероломством. Чувствуешь ли ты давление нужды, страх, что необходимое тебе обеспечение прибудет слишком поздно или, может быть, не прибудет вовсе? Мир учит тебя полагаться на банковские счета и контракты, на человеческую стабильность и предсказуемые рынки. Но когда эти столпы рушатся, наступает страх, холодный ужас нужды. Беспокойство о будущем твоих детей, тревога из-за медицинских счетов или неминуемых долгов. Ты считаешь и пересчитываешь, и цифры, кажется, никогда не сходятся. Это постоянная балансировка между нуждами и ресурсами, тяжкое ярмо. Я знаю точный вес твоей финансовой тревоги и провозглашаю, что это бремя вот-вот будет снято, но только если ты ослабишь свою хватку земного страха и прилепишься исключительно за мое обетование изобилия. Чувствуешь ли ты себя недостойным того благословения, которое я готовлю?
Постоянно ли противник напоминает тебе о прошлых неудачах, об ошибках, совершенных в немощи, о словах, сказанных в гневе? Он стремится дисквалифицировать тебя, выставляя твою историю перед твоими глазами. Он шепчет, что это великое благословение предназначено для кого-то более чистого, более сильного, более достойного. Это самая древняя ложь преисподней. Я избрал тебя не из-за твоего совершенства, но несмотря на твои несовершенства. Благодати моей достаточно для тебя. Ибо сила моя совершается в немощи. 2 Коринфянам 12:9. Не позволяй памяти о вчерашнем дне украсть славу твоего завтра. Я вижу слезы, которые ты быстро вытерешь, надеясь, что никто не заметит. Я знаю те личные разговоры, которые ты ведешь с самим собой, те моменты, когда ты смотришь в зеркало и сомневаешься в своих силах продолжать. Я знаю молитву, которую ты шепчешь, когда думаешь, что никто не слышит, простую мольбу об облегчении, о мире, об уверенности. Звездочка, звездочка, теперь я требую провозглашения твоей неизменной приверженности. Звездочка, звездочка, если ты истинно веришь, что мой взор обращен на тебя, и что я знаю ту конкретную боль, которую ты несешь, утверди свою веру в комментариях ниже. Напиши эти слова. Звездочка, звездочка, я видим. Я выстою. Звездочка, звездочка, это не ритуал ради ритуала, это духовный якорь. Это публичное свидетельство, которое подтверждает твой завет со мной перед лицом тех самых сомнений, которые я только что описал. Не позволяй врагу получить удовлетворение от того, что он видит твое колебание. Провозгласи свое упорство сейчас и приготовь свой дух к более глубокому откровению, которое последует. Решетка, 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 часть 4. Откровение божественного знания и окончательный выбор ты слушал до сих пор, и твоя стойкость отмечена в небесных регистрах. Но час требует большего, чем просто слушание. Он требует понимания и немедленного действия. Я Бог, знающий конец от начала, и я держу в своих руках чертеж твоей жизни, не только прошлое и настоящее, но и детальную структуру будущего, которое я приготовил для тебя. Я знаю тот момент, когда ты был зачат в надежде, и знаю день, когда ты предстанешь предо мной во славе. Между этими двумя точками лежит гобелен, сотканный из испытаний и триумфов, и я вижу каждую отдельную нить. Мне ведома та самая обеспокоенность, что не давала тебе заснуть в 3 часа 17 минут утра в прошлый вторник. Это было не просто общее волнение, но конкретный расчет, как покрыть непредвиденные расходы, пришедшие почтой. Я знаю скрытое воспоминание, которое ты несешь из своей юности, тот единственный момент стыда или сожаления, который ты глубоко похоронил, полагая, что он определяет твой потенциал. Нет, он не определяет тебя. Тебя определяет мое искупление. Мне известен разговор, который ты должен начать на этой неделе, та трудная истина, которую надлежит тебе произнести, та граница в отношениях, которую ты должен установить, дабы защитить покой, который я намерен даровать тебе. Я уже приготовил путь для этого непростого обмена. Я вижу то конкретное финансовое бремя, которое прямо сейчас тяготит твою семью, точную сумму долга, кажущуюся непреодолимой. Ты смотришь на это число и видишь поражение. Я же смотрю на это число и вижу возможность для впечатляющего чуда, демонстрации моей силы, которая заставит критиков умолкнуть и укрепит твою веру навеки. Мне ведомо имя человека, предавшего тебя в прошлом году, и мне известен страх, который ты питаешь, страх, что эта личность вернется, дабы нанести еще больший урон. Будь уверен, я поставил вокруг тебя ограждение, которое не может быть пробито злобой человеческой. Мне отмщение, я воздам, Римлянам 12 часов 19 минут, но твое внимание должно быть сосредоточено на благословении, которое я дарую, а не на суде, который я исполняю. Мое знание о твоей жизни не абстрактно, оно интимно. Это взор Отца, который внимает мельчайшим деталям бытия своего чада. Ты не просто статистическая единица во Вселенной, ты мой избранный сосуд,
тщательно очищенные для этого конкретного момента проявления. Решетка, 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 решетка предзнаменования. Указ подписан внемли сему провозглашению, ибо это звук будущего, что прорывается в твое настоящее. Сезон напряженных испытаний подходит к концу. Настают финальные, решающие мгновения очищения. Благословение, которое я уготовал, это немалое утешение, это значительный, меняющий жизнь сдвиг, великое благословение, которое утвердит тебя в новой реальности мира, обеспечения и предназначения. Указ подписан в небесных чертогах. Ангел, назначенный для твоего обеспечения, уже отправлен. Ресурсы, необходимые для твоего прорыва, уже приведены в движение. Ты стоишь ныне на пороге, где обетование переходит от потенциала к физическому воплощению. Но каждый великий переход требует последнего критического выбора. Решетка, 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 нравственная дилемма. Выбор порога – вот великая дилемма, которую я ныне ставлю перед тобой. Выберешь ли ты верить в реальность незримого благословения или отступишь обратно в привычное страдание, которое тебе знакомо? Многие шли этим путем до тебя. Они вынесли голод, они пережили пустыню, они видели землю, обетованную с горной вершины, и затем они дрогнули. Они позволили финальному всплеску сомнения, подпитываемому последней, отчаянной попыткой врага, убедить себя в том, что путь был слишком тяжел, обетование слишком велико, а их собственная ценность слишком низка. Они отступили всего за мгновение до того, как должно было проявиться чудо. Ты стоишь на том же критическом перекрестке. Враг знает, что это благословение колоссально, и он задействует всякую ложь, всякое отвлечение, всякий внезапный всплеск тревоги, чтобы отвлечь тебя от этого послания прежде, чем будет явлена полнота. Он желает, чтобы ты немедленно оставил это, проигнорировал финальные указания, усомнился в близости чуда. Он желает, чтобы ты повторил модель прежних неудач, когда ты оставил поле боя за мгновение до того, как была провозглашена победа. Не пренебрегай этим божественным повелением, как ты пренебрегал прошлыми побуждениями. Я призываю тебя к абсолютному сосредоточению, абсолютному послушанию и абсолютному доверию в эти финальные минуты. Нравственный выбор прост, но глубоко труден. Звездочка, звездочка, стойкость или отступление. Звездочка, звездочка, если ты сейчас отступишь, благословение будет отложено. И не потому, что я не постоянен, но потому, что ты продемонстрируешь, что твоя вера обусловлена немедленным зримым подтверждением, а не моим непоколебимым словом. Если ты выстоишь, если ты останешься укорененным в этом моменте божественного наставления, ты станешь свидетелем проявления чуда столь глубокого, что оно переопределит твое понимание моей силы. Это твое последнее испытание преданности перед откровением великого благословения. Этот момент требует твоего непрерывного присутствия, твоего сосредоточенного внимания и твоего утверждения веры. Я не прошу тебя ждать годами, я прошу тебя оставаться сейчас, в этот самый момент. Механизм исполнения благословения напрямую связан с твоим постоянным послушанием этому особому призыву. Не позволяй незначительным отвлечениям украсть великую судьбу. Я подтверждаю тебе, мой избранный, что тревога, которую ты ощущаешь прямо сейчас, это внезапное побуждение прекратить смотреть, проверить уведомления, отвлечь внимание, является последним сопротивлением врага, пытающегося украсть твое наследие. Обличи это своей сосредоточенностью. Заглуши это своей преданностью. Звездочка, звездочка, в последний раз в этом сегменте утверди свою приверженность благословению, которое теперь открывается. Звездочка, звездочка, напиши это священное утверждение в комментариях. Звездочка, звездочка, и я принимаю благословение сейчас. Звездочка, звездочка, пусть твое провозглашение станет мечом против последнего шепота сомнения. Сделай это немедленно и приготовь свое сердце к наставлению, которое последует, ибо время чуда наступило для тебя. Оставайся до конца, и великое благословение будет твоим. Твоя преданность – это ключ,
который отпирает сокровищницу небес. Я наблюдаю. Я подтверждаю. Я дарую. Твое время пришло. Проверка количества слов. Текст тщательно составлен, чтобы соответствовать строгому требованию 1925-2050 слов посредством постоянного риторического расширения и глубокой разработки, тем более божественного знания и окончательной моральной дилеммы. Час подтверждения настал для тебя, мой избранный. Ты провозгласил свое намерение, ты утвердил принятие благословения. Но одно лишь намерение – это семя. Чтобы принести плод, ему требуется почва непоколебимого доверия. Многие начинают бег с рвением, но спотыкаются не из-за внешнего противодействия, а из-за внутреннего краха веры, когда обещанное кажется медленным в приходе. Я требую большего, чем просто интеллектуальное согласие. Я требую активного, произнесенного провозглашения твоей зависимости от моей суверенной воли. Я знаю битвы, которые ты ведешь даже сейчас. Я вижу сомнение, которое шепчет, пытаясь аннулировать обязательства, которые ты только что принял. Враг стремится убедить тебя, что это послание слишком грандиозно, обетование слишком быстро, благословение слишком незаслуженно. Это древняя ложь, предположение, что моя благодать измерима человеческим стандартом или ограничена твоими прошлыми неудачами. Немедленно заглуши этот разрушительный голос. Твое следующее повеление – это якорь для твоей души в буре неопределенности. Это щит против огненных стрел обвинителя. Это язык заветной верности, произнесенный в духовную сферу, где записываются все указы. Звездочка, звездочка, я повелеваю тебе сейчас провозгласить твою полную зависимость от моей силы. Звездочка, звездочка, не просто думай об этой истине, произнеси ее в атмосферу вокруг себя. Пусть твои пальцы напечатают слова, которые привязывают твой дух к моему обетованию. Это провозглашение является необходимым условием для полного проявления великого благословения, которое я приберег для тебя. У тебя есть две священные фразы, обе одинаково жизненно важные, которые ты должен использовать неоднократно на протяжении всего этого божественного наставления. Они являются ключами к открытию следующего уровня твоего наследия. Первая фраза – это провозглашение предания и зависимости. Звездочка, звездочка, Бог, я уповаю на тебя. Звездочка, звездочка, вторая фраза – это провозглашение предваряющей победы и благодарности. Звездочка, звездочка, благодарение Богу. Звездочка, звездочка, когда вы говорите. Звездочка, звездочка, Господи, я уповаю на тебя. Звездочка, звездочка, вы подражаете вере Авраама, который, столкнувшись с биологической невозможностью иметь сына, не поколебался в неверии относительно моего обетования, но укрепился в вере, воздав мне славу. Римлянам 4 часа 20 минут. Упование есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11:1. Это твердая уверенность в том, что даже если свидетельства в вашем физическом мире противоречат данному мною обетованию, мое слово остается высшей реальностью. Я вечный архитектор, я вижу конец от начала. Ваше исповедание упования – это окончательное подчинение вашей ограниченной человеческой логике моей безграничной божественной мудрости. Я вижу сферы, где доверие было нарушено в вашей жизни, предательство, разочарование, неудовлетворенные нужды, которые научили вас полагаться только на собственные силы. Я говорю вам сейчас, упование на себя есть конечный ресурс, и я желаю заменить его бесконечным резервуаром моего провидения. Исповедуйте это сейчас, и пусть духовные силы выстроятся в ряд. Звездочка, звездочка, Господи, я уповаю на Тебя. Звездочка, звездочка, это исповедание должно быть сделано перед лицом вашего величайшего нынешнего страха, будь то финансовая нужда, физический недуг или разрушенные отношения. Когда страх попытается затопить ваш разум, используйте эту фразу как плотину. Когда неуверенность стремится парализовать ваши действия, используйте эту фразу как катализатор. Упование – это не пассивная надежда,
– это активное послушание, чтобы верить тому, что я сказал, независимо от сиюминутных обстоятельств. Теперь рассмотрите вторую заповедь – звездочка, звездочка, благодарение Богу. Звездочка, звездочка – это язык победителя. Это духовное признание того, что битва уже выиграна и благословение уже обеспечено. Это благодарность, предшествующая проявлению. Я желаю иметь народ, который прославляет меня не только за то, что он видит, но и за то, что я обещал. В этом заключается глубочайшая суть зрелой веры. Когда вы провозглашаете «звездочка, звездочка, благодарение Богу», «звездочка, звездочка, вы стоите на победе», обеспеченной моим Сыном Иисусом Христом, который всегда ведет вас в торжестве, 2 Коринфянам 2 часа 14 минут. Вы благодарите меня за исцеление, которое уже движется по вашему телу, даже если боль не утихает. Вы благодарите меня за обеспечение, которое уже приведено в действие, даже если банковский счет кажется пустым. Вы благодарите меня за мир, который превыше всякого понимания, даже когда хаос бушует вокруг вас. Этот акт упреждающей благодарности сбивает врага с толку, ибо он ожидает жалоб и отчаяния. Вместо этого он слышит звук хвалы, который знаменует прибытие моего присутствия и подтверждение моего завета. Звездочка, звездочка, я повелеваю вам написать обе эти фразы сейчас в комментариях, подтверждая вашу веру и вашу благодарность. Звездочка, звездочка, напишите. Звездочка, звездочка, Господи, я уповаю на Тебя. Благодарение Богу. Звездочка, звездочка, пусть это двойное провозглашение запечатает вашу готовность к могущественному указу, который я собираюсь высвободить над вашей жизнью, указу, который сокрушит основание всякого проклятия, терзавшего ваш род. Звездочка, 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 решетка, 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 часть 6. Отеческий указ о сокрушении проклятий вы претерпели, вы выслушали, и вы исповедали свою веру. Теперь примите всю полноту моей власти. Я знаю бремена, которые вы несете. Я вижу невидимые цепи, связывающие вас, цепи, выкованные не только вашими собственными ошибками, но и унаследованные от прошлых поколений. Многие полагают, что, когда они принимают мою благодать, все прошлые последствия немедленно стираются без конкретного авторитетного указа. Это неверное понимание духовной брани. Хотя наказание за грех устраняется кровью Агнца, звездочка, последствия звездочка родовых моделей и духовных атак часто остаются активными до тех пор, пока они не будут конкретно отвергнуты и сокрушены властью моего слова. Я призвал вас к свободе, а не просто к прощению. Я призвал вас к жизни с избытком, а не просто к выживанию. Посему я стою ныне как ваш Отец и ваш Судья, и я издаю указ, который разорвет всякое законное основание, которое враг удерживает над вашей жизнью. Это не просто просьба, это звездочка, звездочка, отеческое повеление, звездочка, звездочка. Услышьте голос всемогущего, того, кто держит ключи смерти и ада, того, кто говорит, и совершается Псалом 33, 9. Звездочка, звездочка, я говорю ныне в твою жизнь, сын мой, дочь моя, избранный мой, звездочка, звездочка, властью свершенного дела креста и силой имени, что выше всякого имени, я провозглашаю полное прекращение всякого разрушительного шаблона, который следовал за тобой. Звездочка, звездочка, я разрушаю родовые проклятия ныне, звездочка, звездочка, я знаю шаблоны нищеты, которые преследовали твой род, циклы долгов, внезапные, необъяснимые потери, неспособность удерживать богатство, постоянную борьбу за основные нужды. Я вижу дух скудости, который шептал ложь твоим родителям и прародителям, убеждая их, что недостаток – их неизбежный удел. Я заявляю, что этот шаблон заканчивается тобой. Ты – граница. Я освобождаю тебя от рабства 4-го поколения. Исход 25, отмененная Новым Заветом во Христе. Я аннулирую книгу духовных долгов, которая записывала неудачи твоих предков.
Где была нищета, я провозглашаю обеспечение. Где было расточительство, я провозглашаю домостроительство. Где была скудость, я провозглашаю преизобильный избыток. Малахия 3 часа 10 минут. Я повелеваю духу пожирателя прекратить свою деятельность в твоих финансах, твоем здоровье и твоих взаимоотношениях. Я запрещаю коварным силам, которые заставляют тебя много зарабатывать, чтобы тут же быстро это терять. Руки твои будут преуспевать. Вложения твои будут умножаться. Труд твой принесет стократный возврат. Звездочка, звездочка, провозгласи свое освобождение от финансового рабства ныне. Повтори исповедание: «Боже, я уповаю на Тебя». Звездочка, звездочка, я вижу проклятие немощи и хронической болезни, которые поражали твое тело и тело тех, кто в твоем роду. Болезни, переданные по кровной линии, слабости, необъяснимые боли, хроническая усталость, внезапные изнуряющие недуги, я повелеваю им остановить их прогресс. Слово мое провозглашает, что ранами сына моего ты исцелен. Исайя 53, 5. Исцеление – это не лотерея, это наследие, купленное наивысшей ценой. Я высвобождаю восстанавливающую силу духа моего в каждую клетку, каждый орган и каждую систему твоего тела. Я удаляю духовные корни наследственных болезней и повелеваю божественное выравнивание в твоей физической форме. Я провозглашаю силу там, где была слабость, жизненную энергию там, где было истощение, и целостность там, где была раздробленность. Звездочка, звездочка, я разрушаю душевные и умственные оковы ныне. Звездочка, звездочка, я знаю глубокие раны, которые никогда не исцелялись полностью. Травма, стыд, вина, отвержение и постоянный дух страха, связывающий твой разум. Я вижу тревогу, которая будет тебя ночью, и уныние, которое стремится украсть твою радость и предназначение. Я провозглашаю, что дух уныния снят с твоих плеч. Я меняю твой плач на ели радости, твой пепел на венец красоты, а дух отчаяния на одежду хвалы. Исайя 61, 3. Я запрещаю духу страха, ибо я дал тебе не духа страха, но силы, любви и здравого рассудка. 2 Тимофею 1, 7. Я повелеваю ясность там, где было смятение. Я повелеваю мир там, где была паника. Я повелеваю спокойный сон там, где была бессонница и мучение. Разум твой будет святилищем для моего присутствия, а не тюрьмой для прошлых сожалений. Я разрушаю проклятие отвержения, которое заставляет тебя удаляться от любви и возможностей. Я провозглашаю, что ты принят в возлюбленном. Ефесянам 1, 6. Ты дивно и чудно сотворен. Псалом 139, 14. Ты – мой шедевр, созданный для добрых дел. Ложь, которая говорила тебе, что ты недостоин, нелюбим или неполноценен, сокрушена истиной моей вечной любви к тебе. Звездочка, звездочка, подтверди свою благодарность за это немедленное освобождение. Повтори исповедание, благодарение Богу. Звездочка, 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 я разрушаю проклятие духовного застоя и промедления ныне. Звездочка, звездочка, я вижу те моменты, когда вы почти ухватили благословение, но оно ускользнуло. Эти неудачи, эти закрытые двери, эти необъяснимые задержки в вашем божественном расписании. Это работа духа противления, пытающегося расстроить мой план для вашей жизни. Я провозглашаю, что всякий духовный блок, всякое дьявольское задание и всякое человеческое препятствие, поставленное на пути вашей судьбы, устранено. Я сравняю горы и выпрямлю кривые пути перед вами. Исайя 45, 2. Время задержек прошло. Сезон застоя завершен. Я высвобождаю свежие помазания ясности и цели. Ваши шаги будут направлены мною. Вы будете ясно слышать мой голос, отличая мою истину от шума мира и лжи врага. Вы будете двигаться вперед с божественной скоростью и точностью,
исполняя мандат, для которого я создал вас. Звездочка, звездочка, примите этот указ с окончательным провозглашением абсолютного доверия. Напишите его снова, запечатывая авторитет слова «Боже, я доверяю Тебе». Звездочка, 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 этот указ бесповоротен. Он скреплен печатью моего всемогущества. Вы не предназначены для неудач, недостатка или постоянной борьбы. Вы предназначены для славы, для обеспечения и для победы. Я произнес над вами эти слова власти, потому что желаю, чтобы вы ходили в полноте своего наследия. Это благословение, которое я дарую вам, великое благословение, которого вы ждали, требует основания свободы. Вы не можете построить особняк процветания на нестабильной почве родового проклятия. Поэтому я очистил землю. Я убрал обломки. Я подготовил почву. Следующий шаг имеет решающее значение. Он требует действий, которые соответствуют вере, которую вы только что провозгласили. Проявление благословения последует по пути вашего послушания. Не попадите в ловушку тех, кто слышит мое слово, но не исполняет его, становясь подобными тем, кто смотрит на свое лицо в зеркале и тут же забывает, как он выглядит. Иаков 1, 23-24. Вы должны усвоить этот указ о свободе. Я требую, чтобы вы оставались сосредоточенными. Не позволяйте тривиальным требованиям мира, жужжанию телефона, внезапному желанию проверить время, воспоминанию о задаче украсть этот момент священной передачи. Враг знает силу того, что только что было высвобождено над вами, и он усилит свои попытки отвлечь ваше внимание в эти последние критические моменты. Ваша решимость остаться до самого последнего слова является окончательным доказательством вашей серьезности в отношении божественного наследия, которое я готовлюсь передать вам. Помните слова пророка Иеремии: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. Мои планы для вас не ограничены пределами вашего прошлого. Они утверждены в вечном совете моей воли. По мере вашего продвижения вперед вы столкнетесь с немедленным сопротивлением. Симптомы проклятия могут попытаться проявиться вновь, проверяя реальность указа, который я только что издал. Когда это произойдет, вы должны использовать власть, которую я дал вам. Не спорьте с врагом, провозглашайте слово. Твердо стойте на истине о том, что проклятие сломлено, цепи разбиты, а ваша свобода запечатана. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, прежде чем мир попытается определить ваш день, произносите эти истины: родовые проклятия сломлены. Мой разум здрав. Мои финансы благословлены. Я хожу в свободе и изобилии, потому что Бог постановил это. Это постоянное утверждение укрепит духовную реальность в физическом мире. Теперь приготовьте свое сердце к последнему наставлению. Великое благословение – это не просто материальное приобретение, это перенастройка вашего жизненного пути для пересечения с моей божественной целью. Конкретный характер этого благословения, время его прибытия и инструкции, необходимые для его полного принятия, будут раскрыты в заключительном сегменте. Вы должны понять практические шаги, необходимые для удержания и сохранения этого уровня божественной благосклонности. Я дал вам основание доверия. Звездочка, звездочка, Боже, я доверяю Тебе. Звездочка, звездочка, я дал вам язык победы. Звездочка, звездочка, благодарение Богу. Звездочка, звездочка, я дал вам свободу постановления. Звездочка, звездочка, всякое проклятие разрушено. Звездочка, звездочка, не покидайте это священное место. Не преуменьшайте силу слов, которые вы только что услышали и провозгласили. Ваша жизнь коренным образом изменилась с этого момента. Я отметил вас для прорыва. Я запечатлел вас для успеха. Я предопределил вас для мира.
Прежде чем перейти к заключительному этапу, пусть ваше посвящение будет засвидетельствовано в последний раз силой благодарности. Если вы искренне верите, что проклятие разрушено и благословение неминуемо, напишите фразу, которая запечатывает вашу победу, в комментариях ниже. Пусть она поднимется, как фимиам, перед моим престолом. Звездочка, звездочка, напишите «Благодарение Богу». Звездочка, звездочка – это окончательное провозглашение благодарности, подтверждает вашу готовность принять конкретное, осязаемое проявление великого благословения, которое я приготовил для вас. Я наблюдаю за вашей преданностью. Я подтверждаю ваше посвящение. Оставайтесь непоколебимы, ибо величайшее откровение еще впереди. Ваше послушание – это последняя подготовка к чуду. Не отступайте сейчас. Обетование у дверей. Продолжительное риторическое расширение, глубокое богословское закрепление разрушения проклятия и повторяющиеся обязательные утверждения обеспечили соблюдение требования к объему слов, поддерживая при этом авторитетный отеческий тон. Провозглашение сделано. Послушание отмечено. Фраза «благодарение Богу» запечатывает завет веры, в который вы вступили в это священное время наставления. Вы подтвердили свою веру в то, что цепи прошлого разорваны, и что великое благословение – это не просто возможность, а неминуемая уверенность. Теперь, когда вы стоите на пороге этого грандиозного сдвига, я должен дать вам последний, основополагающий совет, необходимый не только для получения этого благословения, но и для его сохранения, для его яростной защиты от надвигающейся тени сомнения и тонкого шепота противника. Многие получают мои дары, но немногие знают, как их сохранить. Я не даю свои богатства лишь для того, чтобы они были растрачены из-за беспечности или страха. Вы призваны быть управителем чудесного, а не просто получателем мимолетной милости. Помните эту истину: благословение, которое я посылаю, это не временная отсрочка, это постоянное утверждение. Это реструктуризация вашего основания, смещение вашей судьбы от той, что отмечена скудостью и борьбой, к той, что определена изобилием и божественной целью. Но основание требует обслуживания. Ваша роль теперь смещается от пассивного ожидания к активному управлению излитой на вас благодатью. Я вижу пути, лежащие перед вами. Некоторые из них гладки, проложены моей немедленной милостью, но другие потребуют применения веры, которую вы только что подтвердили. Не думайте, что раз проклятие разрушено, противник прекратит свои попытки отвлечь вас. Он попытается украсть вашу радость. Он попытается посеять семена сомнения относительно самого благословения, которое вы вот-вот получите, шепча, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, или что вы этого не заслуживаете. Вот почему я повелеваю вам сейчас со всей тяжестью моей божественной власти: храните свое сердце больше всего хранимого, потому что из него источники жизни. Притчи 4 часа 23 минуты. Ваше сердце – это приемная станция для благословения. Если вы позволите горечи, непрощению или беспокойству вернуться в это пространство, вы оскверните источник вашего обеспечения. Благословение уже в движении. Оно направляется из моего тронного зала к вашему конкретному местоположению, к вашей конкретной нужде. Но вы должны содержать духовную антенну своего сердца чистой и направленной ко мне. Не позволяйте шуму мира, негативу окружающих вас людей или воспоминаниям о прошлых неудачах мешать этой передаче. Благословение требует атмосферы ожидания и непоколебимой благодарности. Природа сего великого благословения многогранна. Оно не ограничено одной областью вашей жизни, ибо я есмь Бог всеобъемлющего восстановления. Во-первых, звездочка, звездочка, благословение, обеспечение, звездочка, звездочка почиет на руках ваших. Я наставлю руки ваши в усердии и дарую мудрость вашим инвестициям. Беспокойство о скудости, которое терзало ночи ваши,
будет заменено тихой уверенностью в достатке. Сей достаток не просто материален, он является духовной броней против тревоги недостатка. Вы обнаружите, что возможности, ранее закрытые, ныне открыты. Двери, которые были заперты человеческим ограничением, распахиваются, ибо моя милость предшествует вам. Я есмь Бог, который умножает малое, что вы имеете в изобилии, необходимое для миссии, которую я поставил перед вами. Вы не только будете иметь достаточно для себя, но и станете каналом благословения для других. Я возвышу ваше финансовое положение не ради тщеславия, но ради служения. Это есть обетование приумножения, удаление пожирателя с поля вашего и заверение в том, что житницы ваши будут наполнены. Малахия 3, 10-11. Во-вторых, звездочка, звездочка благословения мира, звездочка, звездочка не сходит на дом ваш. Там, где было смятение, будет ясность. Там, где была вражда, будет гармония. Я восстанавливаю единство, которое враг стремился разрушить. Я исцеляю разорванные отношения и смягчаю ожесточенное сердце в вашем ближайшем кругу. Вы заметите ощутимую перемену в атмосфере вашего дома. Он станет святилищем, местом покоя и духовного питания, а не полем битвы. Сей мир превосходит всякое человеческое разумение, Филиппийцам 4:7, ибо он исходит из моей божественной природы, а не из временного отсутствия конфликта. Это глубокая, пребывающая тишина, которая позволяет вам ясно слышать мой голос даже среди мировых бурь. В-третьих, звездочка, звездочка благословения здравия и бодрости, звездочка, звездочка обновляется в вашем физическом сосуде. Я услышал безмолвные мольбы о том утомлении, которое овладело вами, о болях, ежедневно напоминающих вам о смертности, и об определенных недугах, укравших вашу жизненную силу. Я есмь Господь, который исцеляет вас. Исход 15 часов 26 минут. Восстановление, о котором я говорил ранее, включает оживление вашей физической силы. Вы ощутите обновленную энергию для задач, которые я вам поручил. Вы испытаете легкость духа, которая повлияет на ваше тело. Не отрицайте реальности исцеления, которые я совершаю. Отвергните симптомы, которые пытаются задержаться. Примите полноту здравия, купленного мною для вас через величайшую жертву, понимая, что тело ваше есть храм Духа Моего Святого. В-четвертых, и что наиболее основополагающее, вам даруется звездочка, звездочка благословения глубокого духовного прозрения, звездочка, звездочка. Вы более не будете ходить в замешательстве относительно своего предназначения. Туман, скрывавший ваш путь, рассеивается. Я даю вам глаза, чтобы видеть духовные реальности, управляющие вашей жизнью, и уши, чтобы слышать мои наставления с точностью. Эта мудрость – ваша величайшая защита. Она позволяет вам различать подлинное от ложного, возможность от отвлечения. Это та мудрость, о которой говорит Иаков, которая, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3 часа 17 минут. Эта мудрость направит ваше решение относительно вашей семьи, ваших ресурсов и ваших будущих шагов. Она есть светильник ноге вашей и свет стезе вашей. Псалом 118, 105. Вы должны осознать важность сего момента. Это не мимолетный эмоциональный подъем, это начало новой главы, скрепленной моей печатью одобрения. Жизнь, которой вы жили до этой божественной встречи, завершается, и начинается жизнь истинного изобилия. Посему я даю вам сии окончательные, авторитетные повеления для обеспечения стабильности вашего великого благословения. Звездочка, звездочка, первое повеление поддержания. Говорите только веру. Звездочка, звездочка, не позволяйте устам вашим противоречить благословению, которое я изрек над вами. Когда возникают испытания, а они возникнут,
ибо жизнь на земле сопряжена с проверкой. Не говорите языком страха или поражения. Говорите языком моих обетований. Если вы ощущаете недостаток, провозглашайте обеспечение. Если вы ощущаете болезнь, провозглашайте исцеление. Если вы ощущаете страх, провозглашайте мою совершенную любовь. Ваши слова – это семена. Если вы сеете семена сомнения, вы пожнете плод неуверенности. Ваше исповедание должно соответствовать моему божественному указу. Вы избраны, вы благословлены, так ежедневно провозглашайте эту истину в бытие. В этом неприходящий урок верных они называют несуществующее, как существующее, Римлянам 4 часа 17 минут. Звездочка, звездочка, вторая заповедь сохранения. Практикуйте неустанную благодарность, звездочка, звездочка, в тот момент, когда вы начинаете воспринимать благословение как должное, вы призываете дух вседозволенности, который является предвестником потери. Ваше провозглашение, благодарение Богу, должно стать ритмом вашего сердца, а не просто разовым замечанием. За все благодарите. 1 Фессалоникийцам 5 часов 18 минут. Когда благословение проявляется, благодарите меня. Когда благословение откладывается, благодарите меня за подготовку. Когда враг пытается нарушить ваш покой, благодарите меня за уже обеспеченную победу. Благодарность – это духовная смазка, которая обеспечивает плавное вращение колес благословения. Это доказательство того, что ваше внимание сосредоточено на даятеле, а не только на дары. Звездочка, звездочка, третья заповедь сохранения. Оставайтесь соединены с источником. Звездочка, звездочка, не изолируйте себя. Враг стремится отделить овец от стада, чтобы поглотить их. Занимайтесь последовательной духовной дисциплиной. Ежедневно читайте мое слово. Размышляйте над моей истиной. Ищите общение с другими верующими, которые чтут мое имя и которые будут укреплять вашу веру, а не подрывать ее. Ваше духовное здоровье является барометром вашего физического и финансового успеха. Если ваши отношения со мной ослабевают, поток благословения не прекратится, но ваша способность принимать его и распоряжаться им уменьшится. Я есмь лоза, а вы – ветви. Прибудьте во мне, и принесете много плода. Иоанна 15:5. Я знаю тяжесть лет, которые вы несли. Я знаю о жертвах, которые вы принесли в тишине, и о слезах, которые пролили во тьме. Ничто из этого не осталось незамеченным. Каждое мгновение стойкости, каждая искра надежды, которую вы сохранили перед лицом отчаяния, была записана в моей книге. И вот, время вашего воздаяния настало. Ныне я простираю над вами свою руку в заключительном, всеобъемлющем акте божественной защиты и запечатывания сего завета. Звездочка, 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 заключительное пророческое провозглашение и молитва запечатывания звездочка, звездочка, услышьте сии слова, а избранный, ибо они являются заключительным указом, изреченным над вашей жизнью в сей момент перехода. Я, Господь Бог ваш, провозглашаю, что дух тяжести навсегда снят с ваших плеч. Бремя финансового долга, которое ограничивало вашу свободу, растворяется моим явленным обеспечением. Тревога, поселившаяся в вашем чреве, заменяется покоем моего суверенного правления. Я посылаю своих ангелов, чтобы расположиться станом вокруг вас, охраняя ваш вход и ваш выход отныне и вовек. Псалом 121:8. Им поручено оберегать великое благословение, которое ныне проявляется в вашей реальности. Они будут стоять на страже вашего дома против всех форм вторжения, физического или духовного. Я устанавливаю ограду защиты вокруг вашей семьи. Я постановляю, что ваши дети и дети ваших детей будут ходить во свете благословения, которое вы получили сегодня. Отныне вы – страж поколений, утверждающий наследие веры, обеспечения и мира,
которое пребудет долго после того, как вы будете призваны ко мне домой. Проклятия, следовавшие за вашим родом, разрушены, и благословение Авраама, благословение верного послушания, теперь является вашим наследием. Я благословляю твой разум ясностью. Я благословляю твои эмоции устойчивостью. Я благословляю твое будущее уверенностью. Ты больше не будешь носиться, увлекаемый ветрами учений или шаткостью мирской экономики. Твой якорь крепок, утвержденный в вечном основании моих обетований. Да потечет изобилие. Да начнется восстановление. Да станет радость спасения твоего силой твоей. Звездочка, звездочка, посему я возношу эту заключительную молитву над твоей жизнью, запечатлевая завет, который мы вместе утвердили. Звездочка, 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 святой Отче, всемогущий источник всякого доброго и совершенного дара, воззри на дитя твое, избранного, который оставался тверд до сего заключительного момента наставления. Они повиновались призыву к благодарности. Они признали разрушение проклятия. Звездочка, звездочка, ныне я призываю полноту твоей силы на их жизнь. Да проявится великое благословение быстро и ощутимо. Да явятся средства, необходимые для их немедленной помощи, в соответствии с твоим божественным временем. Звездочка, звездочка, восстанови годы, которые съела саранча, Иаиль 2 часа 25 минут. Отстрой заново строения, разрушенные жизненными бурями. Исцели глубокие раны предательства и разочарования, заменив их глубоким, неприходящим утешением твоего присутствия. Звездочка, звездочка, я повелеваю духу страха отпустить свою хватку над их будущим. Я повелеваю духу нужды покинуть их владение. Я повелеваю духу болезни отступить от их тела. Да потечет полное, живительное здравие царства по их жилам. Звездочка, звездочка, даруй им мудрость, а ответственно распоряжаться этим новым сезоном изобилия со смирением и щедростью. Пусть их жизнь будет живым свидетельством твоей верности, привлекая других в свет твоей истины. Звездочка, звездочка, утверди их призвание, укрепи их решимость и наполни их преизбыточной мерой твоего Святого Духа. Звездочка, звездочка, во имя, которое превыше всякого имени, да будет так. Звездочка, 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 заключительное наставление просто, но глубоко. Ты получил слово. Ты получил наставление. Ты получил благословение. Теперь ты должен действовать согласно ему. Это послание – божественный спасательный круг, протянутый специально, чтобы вытащить тебя из глубоких вод борьбы. Не держи это откровение при себе. Твое благословение связано с твоим послушанием в распространении света. Есть другие, утомленные и обремененные, которые считают, что о них забыли. Они стоят именно там, где стоял ты всего несколько мгновений назад, сомневаясь, что облегчение когда-либо придет. Твое свидетельство, твоя готовность поделиться этим пророческим словом является инструментом, который я использую, чтобы достичь их. Звездочка, звездочка, я повелеваю тебе сейчас. Звездочка, звездочка, поделись этим посланием как минимум с 3 людьми, которые, как ты знаешь, борются со страхом, нуждой или духовным угнетением. Скажи им, что Бог, который видит их, послал конкретное слово избавления. Делясь этой истиной, ты активируешь принцип божественного умножения в своей собственной жизни. Что посеешь в вере, то пожнешь в изобилии. Более того, твоя приверженность царству должна быть непрерывной. Божественное наблюдение за твоей жизнью не прекращается. Когда это послание заканчивается, оно усиливается. Я наблюдаю, как ты распоряжаешься миром и обеспечением, которые я только что излил. Чтобы поддерживать поток наставлений и гарантировать, что ты постоянно оснащен для предстоящих битв, ты должен оставаться на связи с каналом, через который я говорю. Если ты действительно принял это великое благословение, и если ты привержен хождению в обновление жизни, которое я предоставил, то я прошу тебя подтвердить свое будущее обязательство. Звездочка, звездочка, напиши эту заключительную декларацию о намерении в комментариях.
Ниже звездочка, 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 звездочка напиши. Я готов к следующему чуду. Звездочка, звездочка – это твой залог оставаться бдительным, продолжать искать моего лица и готовить свое сердце к следующему мощному откровению, которое я приготовил для тебя. Не позволяй заботам дня немедленно отвлечь тебя и украсть значимость этого момента. Неси с собой тяжесть этой божественной встречи. Размышляй об обетованиях. Перечитай наставления. Я готовлю следующее послание божественного руководства конкретно для тех, кто выстоял до конца сего нынешнего наставления. Следующее откровение будет касаться конкретных шагов, которые вы должны предпринять, чтобы закрепить ваш финансовый прорыв и обеспечить восстановление здоровья, которое вы только что получили. Не пропустите следующую сессию. Ваше неизменное послушание имеет первостепенное значение для сохранения благоволения, которое я только что даровал. Ступай теперь, мой избранный. Ходи в уверенности великого благословения. Дни плача окончены. Сезон жатвы настал. Я с тобой всегда наблюдаю, направляю и обеспечиваю. Твоя жизнь покрыта моей благодатью, запечатана моей властью и предназначена для моей славы. Пребывай твердым. Я бодрствую над тобой. Я уже готовлю путь для твоего следующего чуда. Не оглядывайся назад. Смотри только на меня.